Приветствую вас, друзья! Продолжаем наше путешествие. Рекомендую, кто не смотрел, посмотреть предыдущее видео, потому что, чтобы обрести целостную картину, целостное понимание, нужно подходить к этому поступательно, иначе оно будет размыто и непонятно. Итак, мы проговорили о том, что наше сознание дошло до состояния животного мира, достигло некого своего пика. И дальше мы уже понимаем о том, что останавливаться здесь божественное творение и замысел не собирается. И далее божественные существа, владыки кармы, задают импульс к дальнейшему движению, к дальнейшему росту. Но, к сожалению, для человека, но к радости для Бога, наше сознание погружается еще глубже. И если мы увидим, оно максимально отдаляется от Бога, теряет свою связь, но мы понимаем то, что индивидуальное сознание проявлено в этой точке пока самым целостным образом. И это как раз и есть мир людей, мир человеческий. Если вы обратите внимание, то действительно человек во всей этой иерархии наиболее, скажем так, отделен от Бога. Это отделение происходит потому, что на этапе формирования сознания в человеческой форме формируется ментальная структура, которая является, скажем так, первой преградой для проникновения связи с божественным миром. Это мы будем изучать позже, мы это все разберем. Сейчас мы это просто проговариваем. И даже если вы так проанализируете, вы увидите, что даже животный мир, животного мира, у них более развита какая-то такая животная интуиция, да? Они часто предчувствуют беду, часто предчувствуют пожары и там в лесу куда-то убегают. Они как-то не проявляют себя так жестоко, как человек, да, то есть они проявляют агрессию, жестокость, но только до определенных, скажем так, рамок своих потребностей, то есть продолжение рода, еды там и так далее. Человек же в своей природе, с одной стороны, говорит о том, что он венец творения, с другой стороны, он может убивать подобных себе и неподобных, просто ради развлечения. Ни один из предыдущих видов этого не делает. Он может накапливать богатства, те, которые он никогда даже не сможет потратить, при том, что рядом вокруг него будет подобно ему, который находится в нищете и в голоде. И это результат того, что для формирования индивидуального сознания у человека в нем сформировалась максимально проявлена эгоистическая природа. Здесь мы затронем еще такую тему, пример на примере Библии, на примере христианства, о том, что человек был создан в идеальном таком раю, и тут он вдруг для чего-то среди рая поместили дерево, да, которое специально, если его съесть, то человек все потеряет. Да? Это, знаете, как посадить кого-то в комнату, где посредине такая одна большая красная кнопка, и оставить на длительное время и сказать: не нажимай. То есть рано или поздно он его нажмет.
И человек как бы отвернулся от Бога, потерял Бога, и вот поэтому он там и скитается. На самом деле все эти значения, они имеют символический характер, символическое объяснение, и трактовка их в лоб, такое понимание их в лоб, то, что человек куда-то отклонился, куда-то там не туда пошел, там и так далее, это просто непонимание этого процесса. Это было идеей Бога, вот обратите внимание, для формирования индивидуального сознания. Но, как мы уже можем предположить, это не было окончательной точкой этого формирования. Это просто была некая необходимость. Поэтому то, что человек находится в таком эгоистическом состоянии, не, скажем так, это не приговор, но это определенная, уже для человека развитого, это определенная точка понимания о том, что нужно возвращаться. Здесь мы также должны затронуть очень важную тему того, что все вот эти этапы эволюции сознания, они отложены в нашей глубинной памяти. Это определенные центры сознания, они были необходимы и в восточных направлениях, в восточных учениях, духовных и околодуховных, мы знаем о том, что есть некая у человека чакральная система. И она действительно есть, потому что вот эта вот точка, там, где наше сознание проходило этап, скажем так, становления в материальном мире, это не что иное, как наша чакра Муладхара, то есть самая нижняя чакра. И она отвечает за, скажем так, по сути, функционирование материальных структур человека и взаимодействия с материальными структурами. Эта точка, вы уже, наверное, догадываетесь, это не что иное, как наша чакра Свадхистана, или половая чакра, или чакра творчества. Но об этом мы будем говорить позже, когда будем изучать уже досконально чакральную систему и космические законы. Сейчас это только для общего понимания. И здесь мы понимаем, что это результат опыта нашего формирования уже в мире растительном. Это также является, кто изучал восточное направление, скажем так, чакрой нашего эго. Здесь находится наше эго, то, которое все ругают там и так далее, забывая, что оно было необходимо для формирования индивидуального сознания. Это также половая чакра, потому что в этой точке в растительном мире формируются первые признаки мужского женского начала, проявленные, разделенные в материальном мире. И продвигаемся дальше. Следующая наша точка — это чакра Муладхара, как результат эволюции в животном мире. То есть чакра какая? Воли, утверждения, скажем так, выражение себя в этом мире, способность отстаивать некие границы там и так далее. И на каждом этом этапе происходило определенное формирование. Если здесь формировалась как бы материальная структура вместе с нашим сознанием, то на вот этом вот этапе растительного мира начинает уже формироваться, ну, скажем так, эфирный план. Снова таки скажу, мы это разберем немножко позже. Но предварительно, чтобы какое-то формировалось уже понимание,
Мы это проговорим. Здесь формируется эфирный план, и когда на этапе, скажем, опыта растительного мира заканчивается формироваться эфирный план и начинает формироваться чувственная сфера. Чувственная сфера – это наше астральное тело. Если помните, как мы проходили в изначальных видео, в самых первых, мы говорили о том, что у человека есть некие оболочки духовные, ментальные, астральные, эфирные и физические, то они есть, но они были пока в стадии, скажем так, зачатка, они не были сформированы. И вот здесь вместе с точкой нашего сознания формируется также чувственная сфера. По переходу к миру животному завершается формирование чувственной сферы и начинается формирование сферы ментальной, то есть формирование нашего ума. И вот эти вот сферы наши формируются вокруг нас, уплотняются, и они и становятся, скажем так, препятствием для нашей связи с Богом, как бы сгущаются вокруг нас и отделяют нас от Бога, тем самым формируя индивидуальное сознание. И вот на вот этом этапе мы уже понимаем, да, что это какая у нас чакра. Вот она, сердечная чакра, анахата. То есть, по сути, человек может называться человеком в своей вот как бы структуре, когда у него сознание находится хотя бы на чакре анахата. Это, скажем так, уже точка, которой человек должен соответствовать. Но, как показывает практика, вот много приходят люди, были на приеме, и это уже огромный опыт, то, что люди приходят сюда на рождение в этот мир, они приходят, вот мы исследуем и смотрим потенциал человека, где должно находиться его сознание. И в наше время очень редко там приходят люди, которых сознание находится как бы ниже там вишудхи. То есть в наше время человечество уже подошло к точке, когда оно должно переходить дальше. Поэтому люди, как правило, которые приходят в этот мир, они приходят уже там потенциал аджна, потенциал сахасрара и даже выше. Но попадая в эту среду, забывая о своем происхождении, о том знании, о котором мы говорим, человек забывает об этом, начинает гоняться за материальными какими-то средствами, материальным утверждением, и человек приходит на прием, а у него сознание на манипуре, да, потому что человек бизнесмен, он себя утверждает, все, и он думает, что это цель его жизни. На самом деле это уже, скажем так, пройденный опыт для него, который он сейчас просто эксплуатирует для того, чтобы поудобнее устроиться. Или вообще сознание находится на сватхистане, там, где человек сугубо только получать, только для себя, только жестче. Бывает, конечно, что и здесь, но это когда человек уже находится в этапе такого, скажем, уже психологического отклонения, грубого страха, грубых таких нарушений. То есть все проблемы, по сути, человечества из-за несоответствия своему потенциалу. Немножко забегая наперед, можно сказать то, что как на тонком плане в образе структур сознания проявлены наши чакры, они также соответствуют в физическом плане, и они соответствуют нашим железам определенным. То есть каждой точке соответствует определенная железа. Например, манипура – это поджелудочная железа, анахата – это вилочковая железа, половая чакра, соответственно, половая сфера, ну и так далее.
Далее мы будем разбирать это еще более подробно, еще более интересно, очень много информации. И я жду вас в следующих наших видео. До встречи!